coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Приветствую всех, с вами Холдым, и мы начинаем проходить игру, проходить следующее дополнение понимания. Мы должны пройти все вот эти вот мини-дополнения, вот надеюсь, у нас что-то удастся. Ну и еще добавок я буду потихоньку добивать оставшиеся игрульки. Буду потихоньку. За кого мы уже играем, посмотрим. Вперед! Встреча клуба внезапно прерывает звук открывающейся двери. Моника и Сайори оборачиваются. Получается, тут все последовательно идет. О, а это интересно, это полноценный сюжет. Дверь приоткрывается. Из нее выглядывает чье-то лицо. Знакомое лицо. О, Юрец. Юрий. О, да. Сайори узнает эту девочку. Ее глаза расширяются. Сайори шепчет Монике. Это она, та самая девочка. И верно, в дверях стоит девочка, которую Сайори застала в классе за чтением. Хорошо, что Моника оставила листовку на парте. Наверное, эта девочка ее прочитала и пришла в клуб. Ты случайно не в литературный клуб? Я ошиблась дверью? Нет, ты что? Это и есть литературный клуб. Литературный клуб. Прошу, заходи. Так, секунду. Так, продолжаем. Извините за задержку. Извиняюсь за небольшую задержку. Так, выглядит все нормально. Извиняюсь, просто чуть-чуть подзадержался. Чуть-чуть. Не могу ничего с собой поделать. Так, секундочку. Так, давайте чуть-чуть отрублю, чуть-чуть немножко дам свободу музыке. Вот. А теперь дальше. Нет, ты что? Это и есть литературный клуб. Прошу, заходи. Девочка заходит, но продолжает стоять у стены, избегая смотреть в глаза Сайори и Моники. Сайори пытается сдержать ликование, но получается у нее плохо. Мамочки, это все на самом деле. Спасибо большое, что пришла к нам. Тут пока, правда, пустовато. Меня зовут Моника, а это Сайори. Мы организовали литературный клуб. Нас, правда, пока всего двое, но... Как тебя, кстати, зовут? Я хочу вступить в клуб. Так сразу? Что, правда? Ты уверена? В смысле, я надеюсь, что вас устраиваю. Ха-ха-ха, мы все рады, мы всем рады. Тебе не нужно кого-то там устраивать. Ты, может быть, сядешь? Мы очень хотим с тобой познакомиться. Девочка кивает, проскальзывает к ближайшей партии и тихонько садится. Извиняюсь, секундочку. Без воды тут никак. Эх, приятно прям. Так, как тебя зовут? Юрий. Я Сайори, а это Юрий. Я Сайори, а это Моника. Сайори, я ведь уже... Приятно познакомиться. Вы любите фэнтези? А? В смысле книги? Юрий смотрит на Монику. Фэнтези это круто. Да, вы слышали об Аннабель Дюпон? Боюсь, что нет. Блин, а я тоже. Так, надо будет глянуть. Аннабель Дюпон, может, такая книга реально есть, можно будет почитать.
Ну, это мой любимый автор. Я уже на 5-й книге, и это просто... Юрий улыбается и радостно прижимает ладони к щекам. Вы можете взять у меня книги почитать. Буду только рада. Это будет необыкновенное приключение. Моника запинается. Она не ожидала, что Юрий так легко перехватит инициативу. Она искоса бросает взгляд на Сайори, прося о помощи. У нее такое лицо, такое... чё? Не понимает ничего. Было бы круто. Судя по тому, как ты о них рассказываешь, это очень интересные книги. Я так рада, что нашла этот клуб. Ох, какая же я глупая. Оставила остальные книги в шкафчике. Надо было их притащить. Юрий резко встает. Я сейчас вернусь. За книгами только схожу. Ой, слушай, для начала, наверное, и одной хватит. Произносит Сайори, нервно поглядывая на толстенную книгу, которую положила перед собой Юрий. Да, ты права. Хорошо. Тогда принесу только первую. Юрий вылетает из комнаты. Сайори и Моника молча переглядываются. Ничего себе, к такому я была не готова. Как справиться с таким запором? Тьфу, запором, блин, ой, да. Запором. Ой, да. Иногда я такие фейлы делаю, боже мой. Напором. И я вообще в фэнтези не разбираюсь. Может, пару книжек в детстве прочитала, но она наверняка просто профи. Все будет хорошо, я уверена. Я больше скажу. Мне кажется, здорово, что у нас в клубе такие разные люди, и всем разные книжки нравятся. Все мы смогут узнать друг о друге что-то новое. Да, я уже не возражаю. Я же не возражаю, но... Вдруг это единственное, чем она увлекается? Тебе так не показалось? Моника, ты не пробовала оптимистически посмотреть на мир? Тьфу, оптимистичнее смотреть на мир. У нас в клубе новенькая, надо радоваться, вот и все. Я ужасно хочу познакомиться с ней поближе, а ты? Угу, да, наверное, ты права. Ты извини, это что я так, почему-то вдруг так тревожно стало. Ты просто боишься, что не сможешь все контролировать. Ха-ха-ха, серьезно? Сайори, меня иногда пугает, как ты подмечаешь самую суть. Люблю знать, что делает людей счастливыми или несчастливыми. Слушай, знаешь что? Мне кажется, ты сумеешь сделать так, чтобы Юрий почувствовал себя в клубе как дома. Может, тебе тогда отложить наши административные дела? Я сама справлюсь, а ты пока сосредоточься на общении с ней. Ура! Именно этого я и хотела. Кроме того, Сайори переходит на шепот. Судя по всему, на это у меня уйдет все свободное время. Она стучит пальцем по пугающе толстому тому, который Юрий оставила на столе. На парте, который Юрий оставила на парте. Тут дверь открывается, и в клуб снова заходит Юрий. А вот и я. У нее немного сбилось дыхание, и судя по тому, как быстро она вернулась, как минимум часть пути Юрий преодолела бегом. Она подходит к Сайори и кладет книгу на парту. Как и опасалась Сайори, новая книга ничуть не тоньше предыдущей. Ой, блин, вот толстые книги это прям жесть. Для меня, да, это жесть.
Такие небольшие книги под 100 там страниц 50 нормально. А вот когда они больше, это вообще пипец. И все это запомнить. Вот, я хочу заранее кое о чем предупредить, пока вы не начали читать. Есть вещи, которые лучше объясняются в других книгах той же вселенной, так что их тоже хорошо бы прочитать, чтобы не застопориться в самом начале. Сайори нервно перебивает. Слушай, я подумала, может сегодня мы просто пообщаемся? Заодно бы лучше узнали друг друга. В смысле, да, если мы будем вместе читать, то, ну, в общем... Моника улыбается и кивает Сайори, пока Юри не видит. Угу. Юри садится, смотрит на книгу, потом оглядывает комнату и всем своим видом показывает, что ей в целом больше нечего сказать. Так, почему ты решила вступить в наш клуб? Ну, я в любом случае... Ну, я люблю читать, поэтому сразу заинтересовалась. И я не знала, что у нас кто-то организовал литературный клуб, хотя ничего удивительного я... Хотя ничего удивительного. Я же никогда не читаю объявления. И я об этом клубе узнала только потому, что она... Юрий бросает взгляд на Монику. Моника зашла к нам и в класс и положила листовку ко мне на парту. Внезапно лицо Юрия мрачнеет, она качает головой. Глупо вышло. Я так разнервничалась, что не смогла поднять взгляд. А она ушла. Я несколько дней собиралась с духом. Боялась, что Моника всем рассказала, какая я невежливая. Но в итоге решила, что это нелепо и... Погоди, Это я виновата. Это я виновата. Мне было так неловко тебе отталкивать, что я просто взяла и ушла. На самом деле я очень надеялась на то, что ты придешь. Юрий выдыхает с облегчением. Я всегда подозреваю, что все пойдет по самому плохому сценарию. И я еще по другим причинам нервничала. Например, вдруг тут было бы слишком много людей. Я, собственно, не против, но мне тяжело бывает... Извиняюсь. Мне тяжело бывает общаться с незнакомцами. Так что я очень обрадовалась, увидев тут только вас двоих. Я определенно пришла в подходящий момент. Ой, я так рада. Это здорово, что ты нашла в себе смелость прийти. Юрий тепло улыбается. По правде, я никогда не была знакома ни с кем, кто разделяет мои интересы. Так сложно найти людей, которых волнует то же, что и меня. По крайней мере, не в сети. Так что я подумала, литературный клуб вполне мог бы предоставить мне такую возможность. А что тебе еще нравится? В смысле, другие жанры? В смысле, вообще? Не только в литературе. Вам это наверняка покажется глупым. На лице Сайори проступает беспокойство. А что если я расскажу тебе, чем увлекаюсь я, а потом ты что-нибудь расскажешь о себе? Думаю, так будет нормально. Супер! В общем, я люблю заниматься рукоделием. Делать всякие... Коллажики.
всякие коллажики, украшать всякое, типа открыток или шкатулок. Моя комната вечно в завалах, потому что я постоянно покупаю всякие штуки, чтобы смастерить подарки для друзей, а в результате откладываю на последний день. Хе-хе-хе. В общем, вот мое маленькое глупое увлечение. Ты очень творческая личность. Да нет, не особо. Но ты себе не представляешь, что можно сделать с помощью клея, ножниц и бумаги. Значит, теперь моя очередь рассказать о своих увлечениях. Сайори кивает. Я, наверное, природу люблю. Я тоже люблю природу. Моника, я собираюсь основать клуб любителей природы. Ну уж нет, ты теперь никуда от меня не денешься. Еще как денусь. Фигушки. Я называю тебя, Сайори, вице-президентом литературного клуба. Вот теперь ты тоже точно со мной навсегда. Только не вздумай мне ничего поручать. Ой, Юрия, прости, я тебя перебила? Продолжай. Все нормально. Юрий умолкает, чувствуя себя неловко из-за того, что ее перебили. Я люблю гулять в лесу или в парках, в общем, там, где можно ходить или сидеть в одиночестве, без других людей. Это успокаивает. Бывает, что нужно отключиться от всего важного и дать моему постоянно работающему мозгу отдохнуть. А когда тебе нравится это делать? Ну, это зависит от настроения. После школы или на выходных. В общем, каждый раз, когда я чувствую, что мне это нужно. Ого, где бы мне взять время на такое? Я считаю, что на самом деле у нас гораздо больше времени, чем кажется. Надо только не позволять ему утекать сквозь пальцы. Троица продолжает беседу. Ведет ее в основном Сайори, но и Моника периодически вступает в разговор. Сначала она собиралась заняться своими делами и предоставить общение Сайори, но быстро обнаружила, что ей тоже хочется поучаствовать. Они и не заметили, как день подошел к концу. Ого, кажется, нам пора закругляться. Так что на следующей встрече мы начнем читать эту книгу. Именно так. Я очень рада. Сайори сияет, Юрий начинает собирать вещи. Упаковав их, Юрий молча улыбается и машет на прощание Сайори и Монике. Пока! Сайори радостно кричит в спину уходящей Юри. Сайори и Моника снова остаются в классе одни. Сайори, ты мне жизнь спасла. Ой, да ладно тебе, я ничего такого не делала, просто болтала. И все-таки. А еще это здорово повысило мне настроение. Вообще очень приятно, когда можно дать выход своей энергии в общении. Она и вправду обрадовалась, что мы ее приняли. Ты заметила? Так здорово. Ну, я ни на секунду не сомневалась, что ей у нас понравится, если ты и дальше будешь так ее принимать. А как тебе нравится идея начать читать эту ее книгу на следующей встрече? Меня это немного пугает, но надеюсь, если я буду часто стараться, меня это немного пугает, но надеюсь, если я буду
Если я буду честно стараться, это ее устроит. Думаю, ты справишься. Внезапное появление нового человека... Внезапное появление нового человека в клубе, кажется, всем подняло настроение. Ну что ж, неплохо. Нормальненько. Нормальненько так прям. Секунду. Дайте за секундочку. Как у нас дела? Ну, еще 5 минут. Давайте еще 5 минуточек. Еще 5 минут всего лишь. Очередной учебный день подошел к концу. Стараясь не думать о плохом, Юри спешит в клуб, ожидая, что придет последний. Открыв дверь, она с удивлением видит в комнате одну только Сайори. Настало время литературы. Моника, вы в компьютерном классе, так что сегодня мы вдвоем. Ничего? Юри молча кивает, не глядя в Сайори в глаза. Извини меня за вчерашнее. Сайори наклоняет голову на бок, не совсем понимая, о чем идет речь. Ну, в смысле, я так разошлась вчера, рассказывая о своих любимых книгах, что вам пришлось меня осаждать, чтобы сначала просто пообщаться. Это было невежливо с моей стороны. Меня понесло, и я совершенно не думала о других участниках клуба. Так что... Ха-ха-ха, Юри, ты ничего плохого не сделала. Мне понравилась, какая ты увлеченная. И все равно, я передумала насчет книги. Совсем не обязательно ее читать. Да, почему? Потому что... Я знаю, ты согласилась, чтобы меня не расстраивать. Я все проанализировала и поняла, что на самом деле никто не хочет ее читать. Но если она так тебе нравится, значит и нам будет интересно. Я и так уже решила вступить в клуб. Не обязательно меня заманивать. Но я не это имела в виду. Между ними повисло неловкое молчание. В общем, у нас пока все равно нет никаких клубных занятий. Мы с Моникой занимались в основном привлечением в клуб новых участников. Вот я и подумала, что это отличный вариант. Почитать твою книгу. Ну, типа, знаешь, как клубное мероприятие. Ты согласна? Не понимаю, почему я вообще сопротивляюсь. Я ведь именно этого изначально хотела. А ты такая классная и заботливая. Серьезно, не знаю, что со мной не так. Извини меня, пожалуйста. Тебе не за что извиняться. Скажи лучше, что мне сделать, чтобы ты расслабилась? Сайори пододвигает свою парту к парте Юри и садится рядом. Та самая книга уже лежит на столе. Сайори бросает взгляд на обложку. Сумрачный звон? Вечная сага, часть 1? Ха-ха-ха. Слышен звон, звонит Дюпон. Слышен звон, звонит Дюпон. Извини. Все, я готова. Хорошо. Надо достать бумагу. Юри берет блокнот на спирали и вырывает из него несколько чистых листков. Так, а бумага нам зачем? Пригодится, чтобы рисовать в процессе. Карты, хронологические, семейные древа, ну или просто делать пометки. Вот это прям Юрий прям погружается в дело с головой. Но увидим мы, увидим мы продолжение уже в следующей серии и узнаем, как же пройдет их первое
клубное мероприятие по прочтению этой большой книги. Буду надеяться, вам понравилось. Что-то у меня прям энергии прям завались. Из-за этого прям так все быстро прошло. Ставьте лайки, пишите комментарии с предложениями новых игр, новеллок, там мнение свое видео высказывайте. Ну там еще можете модики по Доки-Доки кидать мне, интересных именно. Например, про Сайори, так как я ее очень люблю. Буду рад именно узнать, а то придется потом, чтобы у меня сразу было в запасе моды, которые мы будем проходить, как только мы закончим с доп-сюжетами. Я сразу же перейду к следующим модам, так как очень много всяких интересностей есть. Да и БЛ я все еще хочу возродить. Бесконечное лето. Заглядывайте в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер и на Discord сервер по Доки-Доки. Буду рад вас там видеть. И не забывайте нажать на кнопочку подписаться и на колокольчик, чтобы помочь продвижению ролика и чтобы узнавать о новых видео первыми. Ну и не забудьте написать комментарий именно из 5 слов. Это тоже поможет видеоролику. Спасибо за просмотр. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.